я решила записать такой влог, и я планирую вообще записывать такие арт-влоги по несколько минут в день, они будут всего лишь по 5-10 минут. Я понимаю, когда человек занят на другой профессии, на другой работе, ему очень трудно и физически, и морально переключиться и выделить время для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Продвижение к своему любимому делу, именно вот этот вот путь, который позволяет заниматься своим любимым делом, если у вас нет какой-то такой основы и возможности, чтобы сразу на него переключиться, то он занимает длительный путь. Этот путь состоит из маленьких шагов, которые мы делаем каждый день на пути к своей цели. Я надеюсь, что вам понравится такой формат. Для меня это, конечно, может быть тоже своего рода такой систематическим занятием. И я думаю, что несколько минут в день я смогу их выделить и для того, чтобы показывать этот процесс. Сейчас я хочу с вами поделиться для вдохновения книгами, которые я получила на прошлой неделе. Одна книга о фэшн-иллюстрации, другая книга об связи моды и искусства. Эту тему я давно изучаю, и мне она очень нравится. Она меня вдохновляет, и я нахожу какие-то новые идеи. Сейчас я покажу книги, и я буду сегодня рисовать работу пастелью. Не знаю, сколько времени это займет, но я сниму частично процесс, частично расскажу, что я буду делать. Эти влоги не будут обучающим каким-то процессом, это будет просто мой творческий процесс. Я получила две книги. Одна из книг — это книга о связи искусства и моды. Это книга на английском языке, и для меня это будет дополнительной практикой. Своим впечатлением от книги я поделюсь в своем телеграм-канале, в котором я обычно публикую отзывы о книгах. Книги я очень люблю и часто их читаю, потому что они меня вдохновляют, я нахожу в них полезные мысли, идеи и вообще жизненную мудрость. Здесь очень много примеров разных, и отмечу, правда, очень тех, кто хочет изучить самостоятельно, я отмечу, правда, прямо поизучать сотрудничество, коллаборации Прада с разными художниками, потому что они часто проводят такие коллаборации и в оформлении каких-то фотосессий, и в оформлении магазинов, и в оформлении одежды. Это очень интересно, просто даже для самообразования и просмотра опыта работы других художников. И вторая книга, которую я приобрела для своей библиотеки о фэшн-иллюстрации, эта книга больше не для прочтения, эта книга больше для такого визуального наслаждения, визуального восприятия и просто для того, чтобы посмотреть на опыте мастера, как реализованы очень красивые, стильные, профессиональные иллюстрации. Книга имеет такую твердую коробку, и в ней уже расположена сама книга. Книга оформлена очень красиво, очень стильно. И я покажу здесь сейчас некоторые работы. Мне очень нравится сочетание именно такого простого, красивого текста с иллюстрациями. В последнее время меня очень привлекает акварель, и я прямо хочу ее максимально изучить и максимально погрузиться в этот материал. Может быть, даже попробовать сочетать его с пастелью, потому что я знаю, что многие художники даже на пастельной бумаге или на картоне работают смешанной техникой и акварелью, и пастелью. Я тоже делала такие работы, но не погружалась именно в сочетание этой техники плотно. Мне очень нравится у Матсо Густавсона, что он рисует очень вытянутые пропорции, рисует широкие плечи, он не выделяет какие-то мускулы в силуэте, у него все такие девушки изящные, утонченные. И, конечно, мне нравится та прозрачность, слои, на которых формируется именно, воспринимается объем. В
общем, эта книга, она дарит вдохновение, и по ней можно заниматься даже для себя, изучать какие-то интересные приемы использования акварели. Продолжаю записывать влоги, вести свой небольшой видеодневник. Еще в мае покупала вот такой большой набор масляной пастели. Также я покупала себе холсты различных форматов, но я буду начинать рисовать именно на таких холстах. И я вот с мая даже не прикоснулась к своему стыду, я не прикоснулась к этому материалу, потому что все время, каждый день находятся какие-то срочные задачи, и ты то, чем хотел бы ты заниматься, что тебе нравится, то направление, которое бы ты хотела развивать, и все время откладываешь на второй план. Не пробовала этот материал и даже не представляю, как это будет, но когда-то надо начинать. Я думаю, сейчас самый отличный повод для того, чтобы начать развивать этот навык. Я сейчас сделаю зарисовки одной работы, которую я сегодня постараюсь сделать вот на таком холсте. У меня уже есть идеи и мысли, я не хочу здесь делать такие иллюстрации, более такие реалистичные, более проработанные, как я это делаю обычно, как я делаю это обычно с фэшн-иллюстрацией. В направлении масла я хочу попробовать развивать более такую абстрактную живопись. Руки после творчества. Также сегодня мне еще пришла посылка с Икеи. Вечером я попробую собрать стул, который я купила себе на замену, потому что прошлый он был, в принципе, удобным, но на нем я сидела с искривлением, и поэтому у меня стали вот такие проблемы с позвоночником, дали о себе знать. Я заказала себе вот такой зажим для того, чтобы удобнее крепить его к пластиковой панели, которую я использую. Но, к сожалению, она у меня треснула из-за того, что я использовала фен, и мне нужно будет купить новую. Но пока я не могу купить новую, потому что магазин, в котором она продавалась, закрыт. Сейчас уже середина дня, и я уже была у ортодонта, и сегодня подумала, как же прошло быстро время от того момента, как я обставила брекеты. И несмотря на все сложности, которые были и возникали с этого момента, с момента установки брекетов, в том числе и боли в шее из-за того, что меняется челюсть, и в том числе из-за того, что сама челюсть изменилась, она у меня и так была какая-то придвинута назад, сейчас это еще больше, но все равно я не жалею, я думаю, что все равно это приятно и мне, и окружающим, если улыбка ровная и красивая. Но в этом видео я хочу снять распаковку творческих материалов, потому что это всегда интересно, какие материалы использует тот или иной художник. Простую кальку я ее использую для того, чтобы не запачкать стол, потому что я работаю очень маркими материалами. Это, конечно, минус традиционных материалов. С одной стороны, пастели, масляные краски, акварели, все они так или иначе оставляют следы на столе, хотя у меня стол с такой поверхностью, которая легко моется, но все равно вот бывает даже у пастели, бывает очень такой едкий пигмент, когда остается прямо пятно, такое вот полупрозрачное пятно и на поверхности стола. Мне это не нравится, поэтому я буду использовать кальку, чтобы защитить поверхность стола.
такой кистью широкой, плоской, очень удобно делать фон и акварелью, и гуашью. Ну, в общем, она очень удобная, широкая, и поэтому я всегда советую ее использовать. Это кисть Белка. Далее я заказала самые ходовые для меня акварельные краски в тюбиках. Такой розоватый оттенок, ближе к красному. Но мне нравится именно вот такой оттенок, не красный. Я не знаю, видно в камере или нет, еще сниму поближе отдельно. Вот. И также еще желтый цвет, но здесь он такой немножко бледный. Поэтому, скорее всего, я буду использовать дополнительно из того, что у меня есть от старых материалов. И также я заказала специальную маску для акварели, которая позволяет оставлять незакрашенными некоторые участки работы. Я тоже хочу попробовать ей рисовать цвет кожи, потому что я знаю, что некоторые иллюстраторы, и такие как Нуно де Коста, они используют иногда гуашь для того, чтобы рисовать красивые оттенки кожи. Я вот хочу тоже попробовать. Я никогда не пробовала, если честно, рисовать гуашью в таком же ключе, как акварелью, кожу лица. И плюс я заказала вот такие вот карандаши для того, чтобы делать эскизы, для того, чтобы делать наброски. Эти карандаши, они водорастворимые. Когда ты делаешь много работ на цветном фоне, ты, естественно, от него устаешь. И мне кажется, любой иллюстратор, который работает часто со своим стилем, он видит чаще всего именно свой стиль, он от него устает. Мне это уже никакое не открытие, что все иллюстраторы время от времени страдают, я не назову это депрессией, но страдают таким, все называют это творческим блоком. Но я бы сказала, что это просто такое волнообразное состояние, когда ты не чувствуешь уверенности в своих силах, или ты не чувствуешь уверенности в своем стиле, тебе кажется, что он устарел, что нужно что-то менять, нужно что-то привносить новое. И мне кажется, это на самом деле, наоборот, нужно радоваться таким состояниям и ценить их, потому что именно такие состояния заставляют нас прогрессировать и заставляют делать свой стиль, свои работы намного лучшего качества. Это не является художественным материалом, но вот такой микрофон. Мне он очень понравился, потому что он крепится, может крепиться именно... Они крепятся и здесь есть разъем крепления и к телефону, то есть можно их крепить к телефону, и можно крепить их к фотоаппарату. Мне кажется, это очень удобно и очень практично. I can't believe that you came into my life. You made